Добрый день! С вами проект о русском языке с региональным акцентом «Великий и могучий». Вы уже знаете существительные, которые означают членов семьи. Они также есть в справочных материалах. Ссылка на справочник в описании видео. Муж и жена. Родители – отец и мать. Или ласково мама и папа. Ребенок, дитя, дети. Сын или сынок и дочь или дочка, брат, сестра, дядя, тетя, бабушка и дед, дедушка. У одного человека в семье может быть несколько ролей. Например, мужчина одновременно может быть сыном, братом, дядей, мужем, отцом или дедом, а женщина – дочерью, сестрой, тетей, женой, матерью или бабушкой. Подумайте, какие роли в своей семье исполняете вы? Спросите своих родителей, кем они являются в своей семье. Много ли у вас родственников? В этом вам поможет вот такой пример диалога. Привет, мама! Расскажи о нашей семье. Привет, дочка! В нашей семье есть мы с папой, ваши родители. У нас 3 детей. Ты старшая дочь, а еще твои младший брат и сестра. Точно, мама. А у тебя есть братья или сестры? Да, у меня есть старший брат Павел. А у нашего папы есть брат или сестра? У твоего папы есть младшая сестра Полина. Значит, у тебя есть дядя Павел и тетя Полина. Наша семья большая. А твои родители – это наши бабушка и дедушка? Конечно, мои родители – это твоя бабушка Ирина и твой дедушка Федор. А родители твоего папы – это твоя бабушка Зинаида и дедушка Иван. Вы гостите у них по очереди. В России семья является символом любви, уюта, уверенности. Со своей семьей принято делить все большие радости. Но и в неудачах семья – самая верная опора. Давайте вновь обратимся к творчеству вятского писателя Альберта Лиханова. Он много писал о трудном военном детстве. Одна из повестей рассказывает, как у семьи главного героя Коли украли продуктовые карточки и все ценные вещи. Семья справилась, потому что осталась вместе, и все заботились друг о друге. Но многие дети в войну теряли родителей, и им приходилось очень тяжело. Об этом очень подробно рассказано в повести Лиханова «Последние холода». Давайте прочитаем отрывки и посмотрим, какую роль в судьбе героев играют родные люди. Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и надсаживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости навещало по многу раз в день. Нельзя сказать, что я не знал лишений. Но бабушка и мама из сил выбивались, чтобы спасти меня. И я не знал, что такое голод. Как он ни стучал в наши двери, мама и бабушка не впустили его. Мы шли втроем. Вадька, его сеструха, которую он смешно и торжественно называл Марья, и я. «Пиши ты», – строго сказал Вадька сестренке. «Мама любит твой почерк». «Дорогая мамочка», – продиктовал Вадька. Разглядывая одежду Марии и Вадима, бабушка и мама будто их документы рассматривали. Машка, видно, перечила брату не всегда. Она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив ли отец. Отец погиб давно, в 41-м. А вот на мамину работу ходить не надо. «Видишь ли», – сказал он и опять помолчал, – «это мама. Ей кажется, когда кресты на окнах, война еще только началась. И папка жив. Не хочет, чтоб отец умирал. Мне не надо шакалить. Я живу с талонами на дополнительное питание. У меня есть мама и бабушка, и отец сражается на фронте. Жив, жив, слава богу. И я не эвакуированный. А шляюсь тут по своему собственному городу, без всяких там печалей. Ведь в детском доме, сказала маленькая Мария, живут ребята, у которых все родители погибли. А у нас есть мама. Я точно знала.
мама может плакать только от большой радости или большого горя. Поэтому при виде ее дрожащих плеч мне приходило в голову самое худшее. Отец. Что-то случилось с отцом. Война забрала у Вадика и Маши обоих родителей. Коле повезло больше. Его отец вернулся с фронта. Мама и бабушка тоже справились с невзгодами. А теперь домашнее задание. По образцу составьте небольшой рассказ о своей семье. Расскажите, как зовут родителей, братьев и сестер, тетю и дядю, бабушку и дедушку, если они у вас есть. Публикуйте свои работы в любом формате с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщение с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. До скорых встреч!